Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт. Для третьего Ведьмака вышла модификация Custom Player Character. Как следует из названия, она позволяет создать и настроить собственного героя. С модом можно сыграть уже не только за Ведьмака, но и за Ведьмачку, или даже Чародейку, для которой специально создана система магии. При этом доступна и настройка внешности, включая наряд. А ежели внезапно захочется переключиться на дефолтного Геральта, сделать это можно будет в любой момент. Меню мода открывается, если выпить зелье Хамелеона. Кастомный Ведьмак владеет всеми умениями Белого Волка и говорит его голосом. Ведьмачка пользуется теми же навыками, но наделена анимациями, заточенными под женскую модельку, и говорит девичьим голосом. А вот Чародейка вместо сражений мечом предпочитает мощные заклинания, вроде удара молнии, вихря и прочих эффектных штук. Она даже может превращаться в кошку или сову. Сила магии прокачивается, но только если найти соответствующего учителя. Для этого предусмотрена отдельная цепочка квестов. Сами заклятия тоже можно настраивать. Мод поддерживает полную английскую и русскую локализации. Совместим с другими модами, но работает только с Next Gen версией игры. Создатели Dragon Age The Veilguard поведали о возможностях взаимодействия с товарищами, ведь общение с членами отряда и романтические интересы всегда были неотъемлемой частью Драгонаги. The Veilguard у каждого спутника будет шкала взаимоотношений с героем. На нее влияют разные факторы: принятые решения, слова в адрес компаньонов, оказанная им помощь или отказ от нее, и все в таком духе. Отражаться на шкале будут также и личные квесты компаньонов. К слову, эти опциональные цепочки заданий будут развиваться параллельно с основной сюжетной линией и дополнять ее. По крайней мере, это касается миссии Беллары Лутары. Развивая отношения с тем или иным героем, вы таким образом поспособствуете получению ими дополнительных очков навыков. У каждого члена отряда будет по 5 способностей, но активными одновременно могут быть только 3. Что до романтики, разработчики говорят, что у каждого романа будет свой уникальный привкус. Одни покажутся довольно пикантными и страстными, другие более сдержанными в зависимости от персонажа. Интересно, что если отвергнуть кого-то, этот компаньон может завести отношения с кем-то другим из отряда. Dragon Age The Veilguard обещают выпустить осенью на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Создатели реалистичного гоночного симулятора iRacing анонсировали дату выхода аркадных покатушек по бездорожью, да еще и с неземными пейзажами на фоне, под названием Exocross. Игроки отправятся на планету Протей, однако, несмотря на это и на необычные фантастические тачки, геймплей будет привычен. На самом деле игра выходила в раннем доступе еще в августе 2020-го. Тогда она называлась Drag Out the Zones и делала ее иная студия, но уже в 2021-м ее разработчиков купила iRacing, после чего отправила проект на масштабную переделку. И вот работа подходит к концу, и Exocross готовится к выходу 23 июля на ПК, PlayStation и Xbox. Кроме того, под конец месяца нас ожидает увесистый аддон для Total War Pharaoh. DLC Dynasties значительно расширит игру и при этом будет бесплатным. Среди особенностей называют 4 новые крупные фракции и 25 поменьше. Более 150 юнитов, среди которых как переработанные старые, так и новые. 168 новых поселений на карте, которая в свою очередь увеличится почти вдвое. Появятся новые боевые механики и механика семейного древа. Баги тоже обещают расковырять и ликвидировать. Из-за своих масштабов Dynasties будет запускаться отдельно от основной игры, следовательно, в DLC не будут работать старые сейвы. Сбросятся достижения, а для работы модов потребуется новый инструментарий. Единственное, что заработает в допе, это аддон Blood and Sand. По словам авторов, Dynasties станет последней контентной добавкой для Pharaoh. DLC стартует 25 июля. В списке агрегатов, на которых кто-то додумался запустить первую Doom, произошло пополнение. На этот раз рукастый умелец портировал думчанские на устройство для самоудовлетворения, чтобы в шалаше одинокого индейца было не так одиноко. Выбранная под порт модель имеет экран, кнопки и вывод звука. Все, что надо, чтобы крошить демонов. Но обычным портированием парень не ограничился. Всякий раз, когда одинокий индеец убивает монстра, высокотехнологичное приспособление, так сказать, начинает работать по своему прямому назначению. Как говорится, а вам слабо?
В Overwatch 2 стартовал кроссовер с трансформерами, в рамках которого в игру завезли набор косметики и пачку скинов по мотивам. Рейнхард может примерить облик Оптимуса Прайма, Бастион, Бамблби, Иллари Арси, а Раматра Мегатрона. Правда, все 4 платные, а вот значки, звания и карточки профиля можно получить за внутриигровые испытания. Кроссовер продлится до 22 июля. Зак Вуд, руководитель издательства Blumhouse Games, рассказал, что компания намерена выкатывать по 3 игры каждый год, начиная с 2025. Правда, все это будут новые проекты, не привязанные к кинофраншизам Blumhouse. Впрочем, Зак не исключает, что, быть может, однажды они возьмутся и за игровые адаптации по какому-нибудь своему кинцу. Но это вряд ли случится раньше 2027-го. Также глава Blumhouse Games отметил, что студия не ищет игровые проекты, которые в будущем можно было бы экранизировать. И с новостями у меня все. Больше читайте на сайте stopgame.ru. Там и свежие материалы от наших авторов, и расписание стримов. В общем, изучайте, читайте, смотрите, дерзайте. Хорошего дня!